Guten Tag, дорогие друзья, здравствуйте! Мы приехали в Германию покупаться в термальных водах. Город называется Бад Кротинген. И, как всегда, уже по традиции я посещаю здесь садовое товарищество, которое мне очень нравится. Вот прошлое видео пользовалось популярностью, много комментариев получила я по этому поводу. И вот поворачиваю в сторону направо и покажу вам огороды. Огороды. Видите, какая земля не очень хорошая, если честно. Я вижу это сразу и уже раньше замечала, что земля здесь не очень. Поэтому люди завозят грунт, завозят компост, делают высокие грядки в основном. Очень много высоких грядок я вам показывала. Вот посмотрите, например, здесь, там. И тогда уже в хорошем грунте можно сажать все, что угодно. А в земле, которая принадлежит этой местности, наверное, не очень. Поэтому добавляют, привозят все, что нужно. Томаты высажены, колышки вставлены. Томаты чувствуют себя хорошо, хотя у нас очень сильный холод. 10 градусов, ночью до 2 градусов доходит. И град в некоторых областях был, и ураган, и дождь. Хороший садик такой, посмотрите. Вот эта грядка большая. Вот еще одна. Вот здесь метр где-то на 3,5. Вот такая большая грядка. И здесь посадили томаты. Может быть, не высокорослые томаты. 6 штук. Хороший грунт, естественно. И томаты уже с бутончиками. Там тоже высокая грядка, натянули сеткой какой-то. В общем, садик мне этот по душе. Вот колоновидная яблонька. Есть тут, дает в этом году плоды или нет. Идем дальше. Вот та самая грядка, которая вызвала очень много споров. Как можно обрабатывать эту грядку, пишут люди. И они правы. Эта грядка где-то метра, тоже 3,5, в высоту где-то 1,5 метра и в ширину где-то 1,80 м. Очень большущая. Здесь компост вижу точно, грунт завезен, наверное, не знаю, что за земля здесь, но пока ничего не посажено, кроме какого-то цветочка. Многие пишут мнение, что здесь они просто сами делают свой компост, собирают какую-то землю, остатки органики, ну и делают плодородную землю. Но я думаю, что это все-таки грядка, потому что и выкрасили очень красиво, и будут что-то высаживать. Ой, как грядку красиво сделали. Видите, вот эти вот бугорки. Не знаю, что тут посадится. Очень много плодовых деревьев в Германии. Если у нас в Швейцарии плодовые деревья почти не разрешены, то в Германии сколько хочешь, столько и сажай. У нас максимум 2-3 можно посадить, чтобы не мешать соседям, не затенять. У нас в садовом товариществе только по 2 сутки у каждого, всех одинаково. Здесь, наверное, участки отличаются друг от друга по своей площади. Вот этот, допустим, побольше. Это тоже большой участок, наверное, 4 сутки. Мне кажется, в 2 раза больше, чем у меня. Или, может быть, 1,5 раза, но точно больше. Розы. Какие шикарные розы. Видите, желтые и обвивают арку. Вот я мечтаю все время арку сделать. У меня уже там высажена роза розовая, которая вот будет обвивать арку. Дело за малым, нет арки. Здесь вот деревянная арка. Так, пахнет эта роза. Сейчас понюхаем. Не очень пахнет. У меня там высажена очень ароматная. Так, здесь был какой-то русский парень. Когда-то мы с ним знакомились. Самый последний участок. Вот, да, черешня. Там у него виноград хороший. И высаживает томатов очень много. Сейчас его нет. Не видно никого. Вообще, видите,
несмотря на плохую погоду, на холод, сегодня солнечно, поэтому вот люди стучат, там что-то делают, вот тачки завозят, там какие-то инструменты привозят, вот машины какие-то стоят, работают, потому что выходные дни, и хочется все успеть на выходных. Потому что дачи наши только для души и удовольствия. Приезжают люди в основном что-то вырастить не на зиму, не в погреба, а просто для себя, для удовольствия повыращивать овощи, угостить свою семью свежими овощами вкусными. Это цель наших садовых товариществ и наших участков. Вот тоже симпатичный участок. В прошлый раз я вам показывала, еще было не все в цвету. Сейчас и деревья, и кустарники, вот малина уже там все завязала, все цветет. Прекрасно, там тачка стоит вот с декорацией, с пчелкой, с цветами. Потом клумба вот очень симпатичная, поливалка там какая-то, петунья. Красивый цвет у петунии. Я вот еще хочу купить себе на участок петунью. Так, Lieblingsplats, любимое место. Ну вот, друзья, это, да, любимое место, куда можно прийти, отдохнуть душой и телом, чуть-чуть повозиться, но это тоже в радость. А в основном все для души. Так, здесь больше цветов, видите, цветы, цветы, цветы. Немножко огород. Есть тоже какая-то часть. У нас в наших правилах в Швейцарии прописано, там, допустим, 1/3 часть должна принадлежать огороду, то есть высаживанию овощей. Здесь, не знаю, есть такие правила или их нет, но, по-моему, есть. Какая-то часть должна принадлежать овощам, то есть огороду. Остальное все, ну, по вкусу. Виноград, та же самая болячка, вот как у меня, клещ, наверное. Да. Вот, завезли землю. Hallo. Sprechen Sie Russisch? Bitte? Sprechen Sie Russisch? Nee, ein bisschen Tschechisch. Ah, Tschechisch, ja. Ist das Kompost, ja? Bitte? Ist das Kompost? Ja, also es ist Anzuchterde, glaube ich. Aha. Haben wir das genannt, dort bei der Gärtnerei, wo wir das geholt haben. Ага, kann man dort kaufen, ja? Ja, Irgendwo. ja, es gibt verschiedene Orte. Wir haben jetzt Это, друзья, не компост, это земля, которая для саженцев, для рассады продают они. Вот прям можно вот так целым прицепом закупить и привезти себе на участок. Вот о чем я сказала, что земля, которая здесь изначально, она вот выглядит как, да? А люди привозят и делают почву более плодородной для своих растений. Ну, отлично. Похоже на компост, но да, это тут смешанное, наверное, компост и все остальное. А, супер. Danke vielmals. Machen haben Sie auch einen neuen Garten jetzt? Oder? Ah, nein, wir kommen aus der Schweiz hierher. Und hier haben wir unsere Bekannte, Luba. Luba, kennst du? Wir sind ganz neu hier. А, ganz neu. Ага, эти люди новенькие, говорит, а вы тоже купили недавно. Wir gehen gerade zum... Also viel Spaß, danke vielmals. Ну вот, новенькие, он с удовольствием пообщался, рассказал. Люди есть, не стесняются камеры, не убегают. Так, здесь цветов много. Пионы, вот сейчас подходят пионы, сезон пионов, и сразу как пахнет. Просто вот подходит, вот здесь еще пионы, поэтому так пахнет, здесь уже расцвели. Просто вот от дождя, видите, их уже побило, поэтому они продержатся, конечно, недолго. Вот эти, которые свежие, распущенные, будут подольше держаться. А эти вот побило и дождем, и град, может, здесь тоже был, не знаю. И такой у нас май нехороший. Здесь что, тоже хороший такой большой сад. Ну да, в 2 раза, наверное. Может, у них здесь по 3-4 сотки, наверное, маленьких участков нет. У нас у всех по 2. Вот, и видно, что здесь есть дети или внуки, потому что и лошадки, и столики, какие-то вот домики, горки.
для детей. Приходят, огорода не вижу. Чуть-чуть там, наверное, грядки, да, высокие вижу. Там и тепличка маленькая есть. Ну, совсем маленький участок, а так в основном вот для детей отдохнуть, прийти после работы. Замечательно. Здесь тоже не вижу я огорода. Огород есть тут вообще? Так, огород там совсем маленькая какая-то, вот видите, часть скопана. Может, это даже тоже не огород. У нас бы уже сделали замечание, что не высадили овощи. У нас все-таки первая цель – это овощи, это огород. А вот зона отдыха должна быть на последнем плане. Так наше начальство борется, чтобы мы только копались в земле, покопались и езжали домой спать. Вот. А отдыхать на огороде не место. Так, я сейчас перейду на другую линию. Может, встреча наших знакомых. Любочка, привет! Опять мы не написали, потому что приехали спонтанно. Так, выхожу на эту линию. На этой линии, по-моему, наши знакомые. Вот там кто-то работает, пила работает. Шумно, но в основном тихо, людей очень мало. Потому что холодно. Если бы было тепло, здесь бы было все забито. А так как холодно, люди сидят дома. Вот этот киви, который 40 килограмм собрали урожая. Мы познакомились здесь немцы. И вот они выращивают этот киви, который очень урожайный. Здесь делают клумбочки. Красивый участок и симпатичная пара, которая с нами очень хорошо пообщалась. Вот так. Много малины. Здесь на этом участке много смородины. Вот недавно у нас там в Швейцарии показывала, что смородину у нас практически никто не выращивает. А вот тут, видите, очень много смородины. Сколько кустов? Ну, наверное, штук 10 кустов смородины. Черная смородина. Так, красная, может быть, тоже есть. В основном черная. Ну, завязала хорошо. Немножко что-то подкучерявились листья. Не знаю почему. Вот спиральки ставят для обвивания, подвязывания томатов. Я тоже такими пользуюсь. Вот, да, томаты посадили и спиральки уже вкопали, будут обвивать. Многие пишут, что будет это все на ветру колыхаться, все плоды будут на земле. Не знаю, у меня все получается, я довольна этими спиральками. Конечно, я их потом все равно подвязываю к этой спиральке, некоторые кисти. Но, в принципе, все выполнимо, все действует нормально. Инжир, сколько инжира посадили. Раз, два. Здесь инжир, там персик. Ну, прям такие южные растения посадили. Еще дальше вот инжир. Большая высокая грядка опять-таки. И, наверное, в ней было много компоста. Прет прям капуста оттуда. Из этого туннеля прям вываливается, видно. И вот компост рядом. Здесь самодельная тепличка, парничок. Из дерева сделали, накрывают пленкой. И там вижу рассаду. Рассада. Ну, похоже на наших. У меня какое-то прям такое чутье, что здесь наши люди. Так. Все, здесь последний участок. Перейду сейчас на другую сторону. Там тепличка какая большая стоит. Еще одна дорога. Еще одна секция. Опять-таки лежат вот спирали для томатов. Есть теплица, довольно-таки хорошая теплица. Большие томаты уже там вижу. И мне прям кажется, что там опять-таки наши люди. Потому что томаты, видно, что выращенные своими руками, своей рассады. И хорошо, прям все там устроено в этой тепличке. Большой участок. Вот эти грядки, которые, видите, заполняются тоже компостом, плодородной землей и выращивается. Сейчас люди, наверное, ждут, когда пройдет похолодание, и потом посадят томаты. Ну, большая территория, видите, газон, газон, газон.
деревья. Раз, два, три, четыре. Маленькое еще там. И вот еще одно дерево. И вот это все газон. Ну, грядки тоже есть, 5 грядок получается. И на заднем плане там какой-то навес, видите, для томатов, наверное. Ну, в принципе, все можно посадить и вырастить, все, что им нужно. Здесь тоже сделали грядки, бордюром обложили вокруг. Где-то метров 4, наверное, на 1,5 метра. Навес тоже есть и много газона. Так, что они там делают? Вот он что-то там делает, стрижет вот этот кустарник, наверное, лавровишню. Посмотрите, сколько малины у кого-то, очень много. Прям вся вот эта передняя часть в 3 ряда, натянули проволоку. Вот, цепляют штучками, прикрепили, и хорошо не пойдет дальше малина. Там смородина тоже, женщина трудится. Мне кажется, это тоже одна из наших. Очень много цветов у нее там в клумбах, видите? Очень. Перед домиком красиво сделала горшочки. Так, здесь у нас... вот Любочка наша. Здесь ее участок. Наши знакомые, друзья, с кем мы познакомились в прошлом году еще, наверное. Но нет, опять их. Опять нет. Грядочки в порядке. Все в порядке. Этот участок тоже кого-то из наших. Там прям вывеска висит, фамилия. Но не буду называть. Вот прям видно, что это тоже наши. Много помидоров, томаты, клубника, газон. Все чисто. Декорация такая, велосипед. Видите, там возле дерева. Здесь инжир. Какой же большой инжир. Не знаю, вызревает он здесь или нет. Участок аккуратный, все как под копирочку, все ровненько, красиво смотрится, очень красиво. Много инжира, наверное, вызревает. Если бы не вызревал, люди бы не сажали здесь. Так все нормально, цветы. Там прудик какой-то, водичка бежит. Классно, мне нравится здесь. И киви есть тоже. Много, наверное, тоже урожай дает хороший киви. Прекрасный участок, и он последний. Вот я люблю последний. У меня там в Швейцарии предпоследний, но тоже хорошо. Когда ты знаешь, что сзади тебя никого нет, можно выйти, раздолье, соседей нет, чужих лиц нет. Так, здесь какие-то джунгли, заросли. Много деревьев, видите, каких таких плетущихся, разветвляющихся. И поэтому вот бамбук, вот какое-то интересное хвойное, что ли, растение. Поэтому все так, все заросло, кажется. Ну, кому-то так нравится. Да что ж он там никак себе порядок не ведет. На дорожках убирает, выметает эти, выдувает листья. Но он неподходящий момент это делает. И сейчас у нас получается 11:30. Вообще с 12 часов никаких шумных работ по Европе. Такой есть закон. А он 11:30, но полчаса у него есть в запасе. Вот красная смородина. Инжир опять-таки. Здесь высадили цукини. И щавель, видите? Ну, это первый признак, что здесь наши люди. Вот тепличку поставили относительно новую, наверное, с прошлого года. Вот, дорожка, домик, все прекрасно, все чистенько, молодцы. И вот здесь, мне кажется, женщина на нашу похожа, тоже, наверное, одна из наших. Вот та самая куча, куда приносят все свою органику, складывают. И вот мне сказал человек, не буду, наверное, показывать, что 1 раз в год вывозят вот эту органику. Кто хочет, может брать вот это все для своего компоста. Кто не хочет, не берет, но это все потом вывозится в общий городской компост. Войш Аше? Да, ну, да. Вот здесь пепел. Ага, пепел сюда приносят, кому не нужно, и люди здесь берут. Вот это, говорит, он часто берут. А вот это для своего компоста, вот эту всю органику никто потом не уносит себе в огород. А вот этот пепел берут, понятно.
Все это он брил эти кустарники, нашумел меня, но я с ним познакомилась. У него наша жена, да? Да. Tschüss, vielen Dank, gehe weiter. В общем, попала я так. Еще одна секция. Пробегу здесь, посмотрим. Вот та самая пальма, видите, которую я говорила, посреди участка. И вот люди привозят тоже компост, заполняют высокие грядки. Так, что тут интересного есть? Это вот баки для воды. Собирают дождевую воду. Вот. Вот с крыши стекает. Много, посмотрите, киви. Все сажают киви. У меня Мишель мой тоже говорит, давай киви посадим. Если бы я, конечно, знала, что урожай будет такой хороший, как вот здесь у многих, я бы посадила. Мне нравится киви, я люблю киви. Какая грядка, видите, как парничок вверху. Так, сейчас чуть-чуть вот так зайду. Вот, можно ее накрыть верхушку, потом открыть, если надо. Пленка здесь вверху, можно какой-то укрывной легкий материал, допустим. Там вижу я капусту брокколи, потом похоже на редис, на салаты. Ну, такая симпатичная грядка. Самое главное, что можно накрыть, видите, от холода, и от дождя, и от града. Какой май у нас в этом году. Плохой. Так, здесь цветов очень много. Целая клумба. Вот, пошла туда. У нас бы такое, конечно, не разрешалось. Ой, какой красивый. Это дикий виноград, кажется, или как это называется? Растение. Как красиво смотрится. Друзья, напишите, как это растение называется. Прям как глянцевые листья, такие красивые, блестят. Ой, как красиво. Видите? И они большие, они мелкие. Ой, хочу тоже такой себе. Напишите обязательно, друзья, как называется это растение. Можно куда-то посадить. И дает ли оно какие-то ягоды. Это похоже, да, на виноград. Но, может, я и ошибаюсь. Очень понравилась мне елочка. Маленькие, тоненькие такие идут иголочки. Но в целом растение тоже смотрится прикольно. Так, в горшке, видите? В горшке. Ему бы, конечно, в землю. Может быть, было позеленее, покрасивее, но и то. И в горшке красиво. Вот ежевики много. Вот ежевика. Малина. Теплички. Ну, без тепличек у нас никак. Хоть одну маленькую, но нужно иметь. Что-то такое посадить, особенно томаты. Вот чуть плохое лето, и все томаты погибают потом. Никакие не медсодержащие препараты, ничего не помогает. Сейчас девушка подошла, вот та с тачкой пошла, говорит, для чего вы снимаете, в каких целях. Я ей объяснила, просто для людей, которые интересуются огородами, садами. Она, ну понятно, хорошо, просто у нас здесь очень много воровства. Я подумала, что вы ходите, узнаете, высматриваете пункты, что интересного, и потом передаете, может, кому-то. Ну, такая ситуация не очень приятно получилась. Но я говорю, я не с этой целью. Она засмеялась, понятно. Ну, видите, воровство, наверное, бывает все-таки. Жаль. Ну, все открыто, заборов нет. Эти ворота общие закрываются, но они закрываются, наверное, не всегда, как и у нас в нашем садовом товариществе. У нас тоже есть ворота, у каждого есть свой ключ. Ну, кто последний уезжает, не знаю, когда закрывает, когда не закрывает. Так и здесь, наверное. Поэтому вечером, ночью можно пробраться, можно что-то спионерить. Здесь это тоже нормально. Может, не так активно, но делается. Все, друзья, видите, какой вход здесь красивый. Даже коврик лежит, плитка для велосипедов, стоянка. Красивое место. Все, увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока!